Приветствую, дорогие друзья! Начинаю мастер-класс новый по такой овечке. Мне очень приятно, что она вам понравилась, и вы решили ее тоже связать вместе со мной. Овечка эта достаточно маленькая, поэтому пряжи на нее нужно совсем немножко, и можно связать из остатков пряжи, что очень удобно. Итак, сейчас я расскажу, какую пряжу я использовала, и приступим к вязанию. После вязания пасхального зайки у меня осталось немного ангоровой пряжи. Это Alize Angora Real 40, цвет 250, молочный, пушистая ниточка тоненькая. Вот, ну, по идее, вроде бы должно хватить. Также для вязания вот этих частей это у нас 463. Ниточка Yarn Tetамин, 100% акрил. В 30 граммах 180 метров. Тоже для вязания копыт и ушек. Это у нас 447. И совсем по чуть-чуть для вязания вот такой вот, как бы, заколочки. Зеленый цвет это 438. Розовый цвет 456. И коричневый цвет это буквально вот для вышивки носика и бровей. Это темно-коричневый 440. Холофайбер потребуется, его тоже не очень много, так как игрушка маленькая. Глазки на безопасном креплении. Где-то 0,5 миллиметра. По-моему, самые маленькие, которые есть. Бисера немножко у меня до сих пор еще остатки есть. Я использую их потихоньку на заколочку. Это, кстати, точно такая же заколочка, как мы вязали зебру Марту. Если вы вязали со мной, там будет точно такая же схема, только немножко длиннее будет вот этот лепесток. Вот, крючком я вязала номер 1. Также потребуются ножнички, иголочки для разметки и сшивания. Ну, в принципе, это все материалы и инструменты, которые будут нужны. Приступаем к вязанию. И начнем мы с вязания копыт. Вяжем 6 столбиков без накида, кольцо амигуруми. Вяжу я овечку методом крестики. Петля подъема. Напомню, ниточку подхватываю сверху. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем. Дальше маркер ставлю для обозначения начала ряда. И вяжем второй ряд. 6 прибавок. Хвостик я ввязываю. Вот, начиная с первой петли. Первая. Прибавка. Вторая. Прибавка. Дальше третья. Прибавка. Четвертая. Прибавка. Пятая. Прибавка. И шестая. Прибавка. Провязали второй ряд. У нас получается 12 петелек. Третий ряд. 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем 3 раза.
1, 2, 3, первая прибавка, 1, 2, 3, вторая прибавка, 1, 2, 3, третья прибавка. Провязали третий ряд, у нас получается 15 петель. И четвертый ряд вяжем просто 15 столбиков без накида по кругу. 1, 2, 3, 4. Продолжаем. 14, 15. Теперь делаем соединительный столбик и ниточку отрезаю. Таких копыт вяжем 4 детали. Связала 4 копыта. Теперь будем присоединять вот эту ниточку и вязать дальше. Сейчас будем следующий ряд вязать за задние полупетли. Я присоединяю нить, вот здесь был соединительный столбик, вот перед ним. Просто вытягиваю петлю. Воздушную я не делаю, петлю подъема. Эти 2 хвостика я буду ввязывать. И вот следующую я уже вяжу, вот куда был сделан соединительный столбик, я за заднюю полупетлю. Надеюсь, на камеру видно. Это 1, 2. Сейчас подтяну. Хвостики продолжаю ввязывать. 3, 4. Вот так получается. Вот заканчиваю 5-й ряд. 14. И последнюю я вытягиваю из той же петли, где мы начинали. 15. Провязали 5-й ряд, 15 столбиков без накида. 6-й ряд будем провязывать. Сейчас я поставлю маркер. И 6-й ряд провязываем просто 15 столбиков без накида уже за 2 полупетли, начиная с вот этой первой. 1, 2, 3. Продолжаем. 14, 15. Это у нас был 6-й ряд. Теперь 7-й ряд. 3 столбика без накида убавка. Повторяем 3 раза. 1, 2, 3. Подхватываю убавку за передние полупетли. Первая убавка. Да, и убавку я провязываю, подхватывая нить снизу.
1, 2, 3, вторая убавка, 1, 2, 3, третья убавка. Провязали 7 ряд, у нас получается 12 петелек. С 8 по 11 ряд включительно провязываем самостоятельно 12 столбиков без накида, просто по кругу. Я провязала 12 ряд. Теперь делаю соединительный столбик и ниточку отрезаю. Так провязываем все 4 лапки. Провязала 4 лапки. Теперь наполняем их холофайбером. Следим, чтобы плотность всех лапок была одинаковая. И плотность, и толщина. Вот таким образом наполняем все 4. Готово. Продолжаем. Сейчас будем присоединять пушистую ангоровую нить. Тоже вот был соединительный столбик. Я перед ним прикрепляю. Сейчас мы будем вязать уже под 2 полупетли, то есть полностью под косичку. Итак, 12 ряд. 3 столбика без накида прибавка, повторяем 3 раза. Вот я вытянула петлю, где был сделан соединительный столбик, сюда под низ. Вот я завожу вниз, вернее. Тоже хвостики буду ввязывать. 1, 2, подтягиваем, 3, первая прибавка, дальше хвостики убираем. 1, 2, 3, вторая прибавка, 1, 2, 3 и заканчиваем в той петле, откуда начинали. Третья прибавка. Провязали 12 ряд, у нас получается 15 петель. Ставлю маркер. И теперь с 13 по 15 ряд включительно вяжем 15 столбиков без накида. Вот начиная с первой петли. 1, 2, 3, 4. И так продолжаем просто по кругу. Встретимся, когда провяжем 15 ряд включительно. Провязала 15 ряд. Теперь делаю соединительный столбик. Это делаю только на 3 ножках. На 4 соединительный мы не делаем, и нить не обрезаем.
Здесь же на 3 ножках сделали соединительный и отрезали нить. Провязываем 4 ножки. Провязала 3 лапки и отрезала нить. На 4 оставляю, просто довязала 15 ряд. Итак, 16 ряд. Сейчас мы будем соединять все эти ножки. Продолжаем здесь 12 столбиков без накида. 1, 2, 3. Продолжаем. 11, 12. Теперь 1 воздушная петля. Берем вторую. Снова 12 столбиков без накида. Я начинаю перед соединительным столбиком. Один. Вот вниз сюда. Два. Этот хвостик я буду ввязывать. 3, 4. Продолжаем. 11, 12. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Следующую ножку берем. 12 столбиков без накида. 1. Вот сюда вниз. 2, 3, 4. Продолжаем. 11, 12. Теперь 1 воздушная петля. Берем последнюю 4 и вяжем 12 столбиков без накида. Один, два, 3, 4. Продолжаем. 11, 12. 2 воздушные петли. И пока я не соединяю, то есть у нас сейчас на данный момент должно получиться 54 петли. И вот 17 ряд сразу буду соединять. Вот сюда, где был маркер. Просто я вяжу без соединительных столбиков. Поэтому 17 ряд вяжем, начиная от маркера, 54 столбика без накида по кругу. Дальше провяжем и 18 ряд точно так же. 1, 2, 3, 4. Ну и так вяжем по кругу. По воздушной цепочке тоже делаем то 1 столбик без накида, то 2. Там, где было 2 воздушные петли, это боковая часть, а где по 1 воздушной петле, это передняя и задняя часть. Итак, вяжем 17-18 ряд, 54 столбика без накида. По воздушной цепочке, вот я 12 провязала, по воздушной цепочке вот за полупетлю вяжем.
этот 13 и вот в следующую 14, 15 и так дальше продолжаем. Довязала 18 ряд, пока оставляю и буду вязать животик. В этой овечке я делала животик из такой же пряжи, а сейчас сделаю серенькой. Ну а вы выберите, как вам больше нравится. Я буду присоединять ниточку вот здесь, где была одна воздушная петля. Так, вот это у нас бок. Вот здесь получается одна воздушная петля. И я в полупетелечку вот сюда прикрепляю. Вытягиваю. Тоже петлю подъема я не делаю, я закончу в этой же полупетле. Итак, теперь будем вязать. Вот здесь у нас оставалось по 3 петли на каждой ножке. Мы будем провязывать еще дополнительно по одному столбику в места соединения. Итак, у нас по каждой ножке будет получаться 1, 3 и 1. Потом, к примеру, идут 2 воздушные петли, которые мы набирали, и мы делаем убавку. Снова 1, 3, 1. Один столбик без накида, где была одна воздушная петля. И здесь снова 1, 3, 1. Ну и так дальше. Это чтобы было понятно, чтобы не пропустили петли. Итак, вот вместо соединения вяжу 1 столбик без накида. Теперь вот в эти оставшиеся 3 петли. 1. Хвостик вот этот я ввязываю. 2. 3. Снова в место соединения. Вот сюда. 1 столбик. И здесь у нас было 2 воздушные петли. Дальше убавка за 2 полупетелечки. Теперь вместо соединения вот сюда 1, теперь 3, 1, 2, 3, снова 1 вместо соединения и 1 столбик без накида вот в полупетлю. Снова место соединения 1, 3, 1, 2, 3, вместо соединения 1. Теперь снова убавка. И последняя уже ножка осталась. Вместо соединения 1. Теперь 1, 2, 3 вместо соединения. И по где мы воздушную вот эту вот, в общем, за полупетельку оставшуюся. И там, где мы начинали этот ряд, провязали 1 столбик без накида. Всего у нас должно получиться 24 петельки. Теперь ставлю маркер. И следующий ряд вяжу 2 столбика без накида, убавка, повторяя 6 раз.
Вот, начиная с первой петли вот этой. 1, 2. Убавку снова подхватываю просто за передние полупетли. Первая убавка. Дальше. 1, 2. Так. Вторая убавка. Продолжаем. 1, 2. И шестая убавка. Это у нас был второй ряд животика, и у нас должно получиться 18 петель. Следующий ряд вяжем, третий. 1 столбик без накида, убавка, повторяем 6 раз. Один, первая убавка, один, вторая убавка. И так повторяем еще 4 раза до конца ряда. Провязали третий ряд, должно получиться 12 петель. И теперь последний ряд вяжем, четвертый, 6 убавок. Вот таким образом, просто подхватывая за полупетли. Первая убавка. Вторая убавка. И так 4 раза еще повторяем. Провязала. Теперь отрезаю ниточку. Маркер я убираю тоже. И теперь вот сюда за полупетли мы просто вытягиваем вот эту ниточку и затем стянем животик. Вот таким образом. Стянем отверстие, вернее. Вот так по кругу продолжаем. Вытянула через 6 полупетель. И теперь вот таким образом просто стягиваю. Вот этот хвостик вывожу сюда на изнаночную сторону. И вот такой животик получился. Здесь белый. Сейчас будем продолжать туловище дальше. У меня вытянулся маркер, ставлю его обратно. И вяжем. Это у нас будет 19 ряд. 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Продолжаем. 11, 12. Прибавка. Снова 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Продолжаем. 11, 12. 2 прибавки. Первая прибавка.
и вторая прибавка. 12 столбиков без накида. 1, 2, 3. Продолжаем. 11, 12. Прибавка. Дальше 12 столбиков без накида снова. 1, 2, 3. Продолжаем. 11, 12 и 2 прибавки. Первая прибавка и вторая прибавка. Провязали с вами 19 ряд. У нас 60 петелек получается. Теперь с 20 по 22 ряд включительно вяжем 60 столбиков без накида. Провязала. Следующий ряд 23. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Убавка. 8 столбиков без накида. Убавка. Повторяем 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первая убавка. 1, 2. Продолжаем. 8. Пятая убавка. И 4 столбика без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4. Провязали 23 ряд. 54 петельки получается. 24 ряд. 7 столбиков без накида. Убавка. Повторяем 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Первая убавка. 1, 2. Продолжаем. 6, 7 и шестая убавка. Это был 24 ряд и должно получиться 48 петель. Дальше, чтобы видео не затягивать, я напишу схему на экране, вы ее увидите, и провяжем самостоятельно. По мере вязания наполняем холофайбером вот это туловище. И если вы хотите, чтобы овечка хорошо сидела, то наполняем не очень плотно. Вот в этих местах, где ножки, чтобы гнулись. Вот. Если хотите, чтобы она просто стоя, в положении стоя была, то тогда наполняйте более плотно. Встретимся, когда провяжем с вами 31 ряд. Довязала 31 ряд. Теперь ниточку вытягиваем. И точно так же стягиваем здесь петли, как делали на животике. То есть через каждую петлю, здесь я, кстати, оставлю на всякий случай вот так вот маркер.
То есть это бок, здесь будет голова. Вот так. И за каждую полупетелечку вытягиваем вот эту нить, потом стягиваем отверстие и ниточку прячем внутрь. Ну, в общем, точно так же, как делали с животиком. Вот такое туловище получилось. Теперь будем вязать голову. Снова беру ниточку основного цвета, как мы вязали вот здесь вот ножки. Первый ряд. 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Петля подъема. Один, два, три, 4, 5, 6. Стягиваем. Ставлю маркер. И продолжаем вязать второй ряд. 6 прибавок. Хвостик ввязываю, как обычно, чтобы закрепить. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка, четвертая прибавка, пятая прибавка и шестая прибавка. Провязали второй ряд, 12 петелек. Третий ряд вяжем самостоятельно, 12 столбиков без накида. Провязала. Следующий ряд, 3 столбика без накида прибавка, повторяем 3 раза. 1, 2, 3, первая прибавка, 1, 2, 3, вторая прибавка, 1, 2, 3, третья прибавка. И теперь так будем вязать по схеме до 12 ряда. Провяжем самостоятельно, чтобы видео не затягивать, потому что просто с каждым следующим разом количество петель будет увеличиваться. Да, здесь у нас 15 петель получается. И следующий ряд будет 4 столбика без накида прибавка, потом 5 столбиков прибавка, ну и так дальше. Потом с 10 по 12 ряд включительно провяжем 30 столбиков без накида. И встретимся. Будем прикреплять ангоровую нить и продолжать. Довязала 12 ряд. Делаем соединительный столбик. Ниточку я отрезаю. И сейчас будем прикреплять вот эту. Так, за 2 полупетли, вот соединительный столбик, я перед ним. Вытягиваю петлю, как обычно.
И вяжу, начиная со следующей. 4 столбика без накида прибавка, повторяем 6 раз. Вот таким образом. 1, 2, подтяну вот эту. 3, 4, хвостики убираю. Первая прибавка. 1, 2. Продолжаем. 3, 4. И вот сюда, откуда мы первую петлю вязали, делаем 6-я прибавка. Провязали 13 ряд, 36 петелек получается. 14 ряд. Вяжем с первой петли 5 столбиков без накида прибавка, повторяем 6 раз. Вот за 2 полупетли. 1, 2, 3, 4, 5. Первая прибавка. 1, 2. Продолжаем. 4, 5. 6-я прибавка. Провязали 14 ряд, 42 петельки получается. Теперь с 15 по 17 ряд включительно вяжем 42 столбика без накида, просто по кругу. Довязала 17 ряд. Сейчас будем прикреплять глазки. Сначала сделаем разметку. Отступаем 1-2 ряда за вторым рядом. Вот здесь я делаю 2 ряда от белой вот этой. И между ними 9 столбиков без накида должно быть. То есть между вот этими местами крепления. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот так. Да, тоже получается 2 ряда. Все верно. И вот в этих местах я буду прикреплять глазки. Для этого аккуратно вот здесь расширяю отверстие. И вставляю глазик. Точно так и с этой стороны. Вот так получается. Теперь закрепляю вот этими заглушками. Вот так. Главное их закрепить до конца, чтобы вот так они не торчали. Вот глазик хорошо закреплен.
То же самое делаем с этой стороны. Готово. Продолжаем вязать. Следующий ряд 18. 5 столбиков без накида, убавка. Повторяем 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Первая убавка. 1, 2. Продолжаем. 4, 5. Шестая убавка. Провязали 18 ряд. У нас получается 36 петелек. Дальше провяжем по схеме до 23 ряда. То есть опять же по одной петле убавляем, вот, и вяжем по тому же принципу. По мере вязания, когда уже здесь будет более круглая форма, наполняем холофайбером мордочку. Носик тоже наполняем плотненько. Здесь мы сделаем небольшую утяжку. Довязала. И теперь снова стягиваем отверстие под каждую полупетелечку. Заводим. И стягиваем. Ниточку затем прячем. Вот такая голова получилась. На данном этапе видео я завершаю, для того, чтобы оно не было слишком длинным. Я надеюсь, у вас все получилось. В принципе, вяжется достаточно просто. В следующем видео мы свяжем оставшиеся детали и сошьем все вместе. Благодарю вас за просмотр, благодарю за внимание и за поддержку. Желаю вам всего самого-самого наилучшего и до скорой встречи. Пока-пока.